Функция Bluetooth вызовов, цветной AMOLED HD экран, 7 дней автономной работы, водонепроницаемость 2 атмосфера, кнопка-коронка для удобного использования, 20 спортивных режимов, универсальные циферблаты, измерение пульса, SPO2, уровни стресса и мониторинг сна, металлический корпус, и обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Mibra Watch T1. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляются эти часы в плотной коробке, на ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Выглядит упаковка хорошо, упаковано все надежно. А в комплекте мы имеем, разумеется, сами смарт-часы, силиконовый ремешок, зарядное устройство с 2 пинами и краткое руководство. Весят смарт-часы 50,5 грамма, а габариты 38 на 51,4 на 13,3 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой комментарий осмысленный, больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании к своему каналу указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Розыгрыши каждый месяц в конце месяца на стриме, присутствовать не обязательно. Если победите, я вам напишу. Перейдем же к обзору. Приобрести модель можно только в черной расцветке корпуса. Дизайн модели довольно строгий, смотрится T1 на руке хорошо. Средняя рамка смарт-часов металлическая, а тыльная часть выполнена из матового пластика. Материалы неплохие, но учитывая стоимость, внешне и по материалам модель дешевит. Ремешок быстросъемный с классической пластиковой застежкой и стандартным креплением. При носке смарт-часы практически не ощущаются, да и спать в них комфортно. Запястье под ремешком особо не потеет, ремешок не натирает, за что отдельный плюс. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофоны, динамик и датчики, такие как акселерометр, оптический датчик сердечных сокращений и SPO2. Для управления на правом торце расположили одну механическую кнопку-коронку, отвечает она за включение экрана и переход во вкладку с выключением и перезагрузку устройства, а длительным зажатием можно совершать экстренный вызов. Прокручивая колесико, можно перемещаться по меню и не только, но реализован данный функционал по системе трещотки, ко всему очень плохо. Запоминаем. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,6 дюйма. Экран имеет громадные рамки, безели нет, а экран имеет слегка закругленные края. Bluetooth версии 5.0, по стабильности связи все довольно неплохо. Система закрытая, работает она неплавно, да и анимации практически нет. Сенсорный отклик плохой, откликается экран не всегда на нажатие. Шрифт читабельный, но перевод системы некорректный, а также есть функции, которые обозначаются бегущей строкой. Яркость по моим замерам 750 люксов, что в целом достаточно для комфортного использования даже в солнечную погоду. Автоматической регулировки яркости на борту нет, как и нет Always On Display и функции постоянно включенный экран, что странно. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд можно было бы сделать и до минуты. При поднятии запястья экран активируется не особо быстро и не всегда. Функция для выключения экрана накрытием ладонью и включения его тапом отсутствует. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть блокировка смарт-часов, режим не беспокоить, регулировка громкости, продувка динамика, но, что странно, нет фонарика, его даже в меню нет. Свайп снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Сортировать меню нет возможности, как и нельзя персонализировать панель быстрого доступа вместе с виджетами. Далее, тренировок на борту достаточно, есть отслеживание плаваний, функция распознавания активности, но работает она плохо, как, к слову, и шагомер. Во время тренировки нет возможности переключать музыку, воспроизведенную на смартфоне, да и тренировка не работает в фоновом режиме. GPS в данной модели отсутствует, так что маршрут строится с учетом GPS-навигации на смартфоне. Vibra T1 измеряет пульс в автоматическом, умном и ручном режиме. SPO2 измеряется только вручную, как и уровень стресса. На борту также есть дыхательные тренировки, мониторинг сна, в приложении есть возможность включить различные напоминания, за что плюс. Графики на смарт-часах малоинформативные, что можно сказать и про графики в приложении. Результаты измерений данных показателей меня вообще никак не впечатлили, так что в этом плане T1 показали себя плохо. Сон мониторят они с неправильным фиксированием времени хода ко сну и пробуждением, что тоже неудивительно. В меню из стандартных приложений есть секундомер и таймер, которые не работают в фоновом режиме. Будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, это удобно. Поиск смартфона, погода и музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить что-либо на смарт-часы не получится. Выделенной внутренней памяти здесь нет. Это тоже фейл. Также в меню есть контакты, последние вызовы и набор номера.
Динамик неплохой, как и микрофон. Со смарт-часов можно звонить и принимать вызовы. Уведомления приходят, но смайлики, как и иконки приложений, не отображаются. Плюс нет быстрых ответов. Вибромотор слабый и дешевый, но настраиваемый. Летим дальше. Полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа 30 минут, что не быстро. В настройках можно включить стандартный режим экономии энергии. Время автономной работы в обыкновенном сценарии использования со 100% яркостью экрана не больше 5,5 суток. Что скромненько, учитывая функционал и характеристики. Далее, водонепроницаемость всего 2 атмосфера. Конечно же, я их тестировал, окунул их в воду. По итогу мой экземпляр не пострадал. И в целом помыть руки, не снимая часы, однозначно можно. Но вот в соленой воде купаться вместе с ними я не советую, как и испытывать их контрастной температурой. Летим дальше. Mibra Watch T1 работает в паре с приложением Mibra Fit. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, во второй вкладке отображаются подключенные устройства и последнее, разумеется, это профиль. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, но их там очень мало, ко всему интересных по факту нет. Помимо перечисленного также есть поиск смарт-часов, функции для удаленной фото и видеосъемки, но только через фирменное приложение, а также обновление прошивки. Мне, к слову, обновление уже прилетало, но улучшений я никаких не заметил. Далее, минусов достаточно, но все зависит от цены, так как на данный момент она является основным минусом. Адекватно часы стоят только во время сейлов. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Следующая распродажа 11 сентября, возможно, вы смотрите обзор в это время. Скорее всего, в конце сентября сейла у Али не будет, а только в октябре. Резюмирую, Mibra Watch T1 неплохие смарт-часы, но их нужно однозначно ловить на сейле. При этом я советую вместо них лучше обратить внимание на какие-нибудь там Mi Band, Huawei Band. По функционалу они местами лучше, чем эта модель, только форм-фактор браслета, а не смарт-часов. От меня девайсу скорее нет, чем да. Пишите в комментах, что вы думаете об этом девайсе. Знайте, что я вам безумно благодарен за любую активность. Лайк, дизлайк, комментарий. Огромное спасибо, что помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья.